это второй выпуск отборочных этапов. Напоминаю правила. Каждый наставник выбирает себе по 6 участников в команду. Гитаристы играют за специальным экраном. Наставник почти вслепую голосует за них своим пивным краном. За кого бы ты проголосовал? Напиши, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно. Давайте насладимся продолжением. Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан Харитонов, я приехал из города-героя Кемерово, мне 30 лет. Творческий путь у меня довольно-таки странный, я начал с тяжелой музыки, да, с металла, а теперь я играю ска-панк в группе Станиславский. Это Kramer Glide C2 89 года, таких гитар осталось очень немного. Датчики на ней стоят параллаксы, Seymour Duncan, бриджи Хамбакер, Неки Сингл. Ну что, ребят, поучаствуем в эксклюзивнейшем проекте на нашем русском гитарном ютубе. Желаю себе и своим соперникам удачи, победит сильнейший. Здравствуйте, мужчина! Здравствуйте, мужчина! Как вас звать, величать? Меня зовут Харитонов Руслан, и все зовут меня Харитонов Руслан. Из какого города? Кемерово. Отлично, отлично. Сколько? Кому? Тебе. За что? За жизнь. 30 лет мне. 30 лет. Молод еще. Ну, с кого начнем? Да, давайте с Сергея начнем. Он любитель трэша. Брат, сыграй, пожалуйста, первый риф еще раз, с которого ты начал. Вот, это просто космос. Спасибо! Вот это офигенный риф. И потом должен был вступить голос, и песня была бы шлягер, а так говно.
Риф просто супер. Спасибо, спасибо. И что, а вот это вот соло проезжающей скорой помощи? Нет? Это к Дэйву Мастейну. Понятно. Женя, Ох, наконец... не качают, что ли, тебя такие рифы? Наконец, нет, даже меня прокачало. Наконец, мощное интро, сразу вообще риф, да, суперский. И потом я начал что-то говорить Глебу про то, что, ну, ничего не понимаю в этом музле. Там начался какой-то грув, где я путаюсь, короче. А в средний риф просто суперский кач, очень Это когда очень круто. даун-темпо, да? Да, В 2 раза, да? это Half-time. Вообще, заебись, да. И соло на него очень интересно началось, такие интервалы красивые, прикольные. То есть, и вообще гитара в этот момент стала звучать как, ну вот на длинных нотах, как голос, как бы. То есть ее очень хорошо слышно, и то есть ты выражаешь эмоцию, что ты рассказываешь, это самое главное вообще для меня в музле. И да, это было клево. Так, а вы не выбрал-то почему? Не выбрал, ну, потому что я не знаю, что с этим делать. Ты классно играешь, как бы, ну, я, да, не знаю, как и что. Не в твою команду, что да? тебе в моей команде делать, да. Отлично. Я Глеб, могу пить водку, не закусывая. Это не ко мне, это не ко мне. У нас есть человек для этого. Глеб, ты держался до последнего, Да. но сдался все-таки. Скажи, почему? Что тебя подкупило? Меня подкупила общая атмосфера чада кутежа, которую я услышал в этом произведении. Я послушал, подумал, вот заебись, блядь. Но есть кое-какие, опять же, двусмысленные моменты в исполнении, во всем нагромождении нот. Но, блядь, я думал, все равно близкий по духу ко мне человек на сцене стоит. Вот я не могу не нажать, чтобы вот не познакомиться и не сделать что-нибудь из этого. Шикарно, шикарно. Я думаю, это будет просто двойной удар. Спасибо. Руслан, ну что, принимай батю. Ну что, видишь, проморгал. А мог бы сделать этот самый, вот когда Даймбек Даррелл с блюзменом в дредах, как это называлось? Rebel meets Rebel. Вот мог бы Rebel meets Rebel сделать. Позвать блюзового вокалиста Старпера, который I'm no Hobson, вот, а Ну, он бы теперь у тебя есть эта возможность. Ну, вот мне сразу прям первое, Да, что бросилось, что тебе бросилось? чувство ритма, темп. То есть он чувствует время. Да, Риф он начал играть сразу в кассу прям. И сразу качнуло поэтому. Да, что-то напоминает Master of Puppets, да? Ну, нет, это чистый антракс. Чистый антракс. Антракс. Да. А у него Да, даже гитара нашивка, такая, и нашивка, да. да. Это вот прям такой трешак 80-х. Очень круто все, вот прям по времени. А вот соло пошло хуй пойми какое. А мне понравилось. Ну, оно неожиданно такое, да. Пиздец какой-то. Да, Мне вот сразу соло бы- Мастейна напомнило. вот чуть Давайте больше- сделаем что-нибудь. Больше бы какой-то осмысленности, более акцентировали на каком-то смыслообразующем элементе, где, ну, типа, вот тема, вот соло, вот там, а вот риф. Да. Тогда было бы логично. Вот ты говоришь про вокал, что если бы начался вокал на себе несет эту функцию центральную, вот изюминка на Да, тортике. то есть вишенка, попроще да. надо, мелодию Вот, да, выработать попроще. Ну, немножко скачки были, на мой взгляд, да, такие вот. Я уже не стал там умничать и человеку говорить, потому что действительно... Так, слушай, у тебя задача довести до слез, а ты чего хуёвничаешь? Ну да, сейчас разойдусь. Короче, между вот очень низкими и верхними нотами какой-то, как будто не склеивалось. То есть вдруг резко провал вниз, и как бы я не понимал, да, немножко вот этого момента. Но вот соло на халфтайме, когда пошло, мне вообще очень понравилось. Ну, риф сначала, потом соло. Что-то надо было майку снять и в слэм нырять. Работа плечами. Стол опрокинуть. Да. Пропади все пропадом. Ну, молодец парень, что доехал. Он уже сказал, откуда, да? Откуда он? Из Кемерово. Из Кемерово. Это ж в пизде вообще. Могли бы отпиздить по дороге и Он доехал. 40, наверное, на повозке ехал. Да. Все камни из почек вышли. Ну, дай ему бог здоровья. На сцене что? Какие были эмоции? Я, если честно, психанул. Да? Вот прям что-то, вот сколько лайвов я не отыграл. Ну, как бы на лайв ты приходишь, ну, что, на тебя пришла публика. Ага. Пришли посмотреть на тебя. А здесь пришли посмотреть в тебя, просто тебе в душу заглянуть, и ты такой, ебать, Надо вот брать это я доказывать. влетел. Да. И я как будто Полетел. вышел, не знаю, к доске первый раз в жизни. Меня вот так все вот просто.
Никогда такого не было, и вот опять. Ну, может быть, это как раз-таки помогло? Слушай, наверное, да. Наверное, Чтобы да. Глеб Наверное, взял да. такой, Плюс немножко подвела гитара, прям чуть-чуть подвела. Да? У меня первая струна зацепилась за лад. Я его хотел, сука, подпилить, но, блядь, нечем. Результатом ты доволен? Результатом доволен. Или ты к другому хотел? Я почему-то так и думал, что Глеб выберет меня. Почему-то вот что-то Кто подсказывает. если не он? Ну так-то да. Здорово. Здорово. Привет. Алексей Пономарев, 21 год, город Фролово. Я больше мелодист, я не люблю вот эти все запилы, 1000 нот в секунду, потому что я считаю это не очень интересно. То есть я за мелодию, и я считаю, это очень сильная моя сторона, хотя я выбрал не самый сильный свой трек, у меня есть намного круче, но почему-то на тот момент мне показалось, что этот трек будет звучать лучше для жюри. Но я бы хотел, чтобы меня взял Григорий Лепс к себе играть. Вот это как бы основная мечта, ну или хотя бы Дмитрий Маликов. Вот туда я бы хотел, потому что это ко мне ближе, а вот это ваш металл, джу-джу-джу, переиграть 1000 нот, вот главное вот слабую дольку играть, и вот это мое. Я очень рад, что приехал участвовать в данном проекте. Всем спасибо. Ну, здравствуй, дорогой друг. Я вижу, ты приехал издалека, судя по твоей походке и твоей внешности. Расскажи, откуда ты, кто ты, как тебя зовут? Меня зовут Алексей Пономарев, я приехал из города Фролово, это Волгоградская область. Я, пожалуй, пристану, а то больно так сидеть. Семки у тебя там в карманах лежат? Да-да-да, и водка обязательно с собой всегда. Отлично. Ну, ребята, давайте, вот вы хотели нажать, но все это что-то вам мешало. Женя, вот ты прямо вот уже был готов. Расскажи, что помешало? Ну, чего-то ждал, чего-то мне не хватило. Я, честно сказать, даже не знаю чего. Ну, какого-то, да, какого-то развития. Ну, все как всегда, не хочется повторяться. Но, короче, я записал, меня цепануло сразу вот такое, ну, условно, блюзовое вступление, да, вот это. Потом ты перешел на октавы, уплотнился звук очень прикольно, но самого тембра я не понял, звука. Показал ребятам за пультом погромче сделать, они тут же сделали, и
стало лучше слышно тебя. Вот. Короче, когда переключился на бридж, такой Джефф Бек был немножко. Ну, это в моем ощущении. Я не знаю, что ты имел в виду. Вот. Но мне это очень понравилось. Но я ждал дальше какого-то, ну вот что дальше потечет сок какой-то, развитие пойдет. Вот. Но дальше были, на мой взгляд, подобные хорошие идеи, хорошие какие-то звуковые решения где-то. Но мне вот не хватило слитности, цельности вот этого номера. Серега, наш волгоградский пацан, почему не берешь? Ну, во-первых, костюм просто супер. И на коленях все вот прям кайф. Спасибо большое. И гитара красная. На самом деле, да, все дело в звуке. И уже дело не в звуке клуба, а твой тембр, который ты выбрал, он очень странный, он нечитаемый. У тебя какой-то навал звуков, которые трудно разобрать. Хотя ключевую мелодию прям, я понял. Но она была, ну, прости господи, усрата твоими вот дилеями, какими-то там эффектами. Нужно проще. Чем проще, тем лучше. И в целом мелодия хорошая. Поэтому я уверен, что песня неплохая. Просто она здесь не прозвучала. И я поэтому крантик не нажал. Глеб. Ну что, я услышал, да, такую русскую народную помесь Джеффа Бека со скоморохом в этих нотках, которые... Что-то такое. С одной стороны, это прорывной концепт, да. Но это очень смело, и если уж за это браться, то доводить его до конца так, чтобы у слушателя не возникало никаких сомнений в том, а случайно это так получилось или это так задумано. Вот, поэтому чуть-чуть бы додавить эту тематику, чтобы прям конкретно было все понятно. Вот русский народный блюз-рок, например, фигакс, вот такая шизофреническая идея, ну заебись, круто, только воплотить ее так, чтобы она была воплощена уже бескомпромиссно, чтобы я понял, вот оно как, вон куда ты махнул, ничего себе, прям звук такой, как называется, сопелки, перделки у скомороха, вот такие. Рожок такой, рожок. Вот, да, рожки такие вот то, что у нас там. Лубочные картинки, медведя ходят, бабы. У него не только бутылка водки, но еще и нож. Я волгоградских хорошо знаю. Да, и медведь там за кулисами смотрит, такой, сейчас я опущу. Медведь в нашей гримерке. Ты что, не видел? Там сидит. Да, точно, у нас сидит. Так вот, это он его и привез туда, наверное. Он из себя чучело изображает до поры до времени. Ну вот, так что я сказал, что если бы эту идею уже в упаковку конкретную, пиздатую оформить, то тогда будет Ну, что-то никто из нас не взялся за это. Да, потому что посыл ясен, но также ясно и то, что он не доведен до конца. Вот, например, архиповский фигачит на балалайке, тут вопросов нет. Вообще балалайка звучит даже не электрогитара, а балалайка, но преподносится вот таким своим творческим способом. Здесь электрогитара приближается к балалайке или сопелке, но не до конца. Вот нет столкновения, союз Аполлон не произошел, понимаешь? Поэтому вот. Спасибо тебе большое. Спасибо, что приехал. Покажи Табачникову свою татуировку. Мистер Сергей, вы считаете, что человек, который даже сделал такую татуировку, как у тебя на руке, недостоин вот твоего крантика маленького? Нет, я вот еще раз говорю, мелодия. Тра-та-та-та, вот с паузой. Тра-та-та-та-та-та. Да, прикольно было. Да, мелодия суперская, Да. но упаковка чудовищная. Упаковки не хватило, там дилей, какой-то хуярик. А я звук вот все какой-то думал, мы странный, же вот да. вроде как Зачем надо? мы же вроде как, ну вот судьи, мы набираем в команду, чтобы сделать упаковку. То есть, ну почему мы не взялись как бы за упаковку? Так потому что дрочиться много надо там, будет. Типа, знаешь, Не успеем, да? Вот тебе из третьей ноты не играй, а там просто с нуля все начинать делать. Это очень много работы.
Ну, тем Ну более... как, он же вот эти все Не-не-не, умеет. вот слушай, вот эти вот мгм. фишки, это его Да. конкретная концепция. То есть вот эта упаковка, над которой Сергей вот так вот издевается, несмотря на то, что... Это ты только что, ты вспомни, как ты рассказывал про скомороха. Да, ну а что плохого в скоморохе? Мы тут все скоморохи. Вообще на днях слушал, прости, Кросби Король Шатура, что Нет, там? Кросби, Стиллс и Нэш, и у них как песня на первом альбоме, не помню, как называется, Марракеш Экспресс. Вот, и да. там как бы вот гитара такая с тонкими струнами, с перегрузом в интервальчик. Вот она как дудочка звучит, короче. Вот ровно Вот, так же звучала. да, и у него такая там же вот зашибись, фишка, как бы, понимаешь? да? То есть переделать эту грань фишку какая-то, смысла надо уметь, короче. нет. То есть это он показал, продемонстрировал то, чего не было ни у кого из тех, кого мы слышали раньше. Просто другое дело, что он эту упаковку пока еще не доделал. Вот. А как это доделать, это ему видней только и одному. Поэтому что я ему скажу? Здесь вот скомороху убери, пожалуйста, добавь вот этого вот вибрато, как у Не, Заквайлда. скомороха, наоборот, надо вытаскивать. Потом добавь там Наоборот, скомороха надо. Это же тэппинга, ну, про и получится Архипелскую. другое, да. Ну, другое. Вот. Поэтому лучше ему самому это все дело развить, оформить до конца уже. Да, пусть через 15 лет приходит. Да? Пожалуйста. Ну, поделись своими впечатлениями, ощущениями. Как это было? Ну, я как будто вышел на детский утренник, показал свой номер феерический, как будто мне 4 года, и я просто что-то там танцевал, и какие-то дядьки, тетки мне похлопали и сказали: иди дальше учись. Ну, в принципе, это не само решение, то, что, ну, как их мнение, оно отличное, замечательное, они глыбы своего дела, но я как бы, в принципе, своих дел добиваюсь не в гитаре, конечно, но в музыке именно другим аранжировками. У меня уже есть большой успех. Я, в принципе, сюда приехал чисто кайфануть и больше ничего. Но удалось? Да, конечно, все отлично, все круто, гуд, отлично. С критикой согласен? С критикой? Отчасти да, отчасти нет. Там что-то про какие-то начали волынки говорить, что там куда-то ушли. Но это уже, конечно... Глеб, конечно, отличный человек, но он больше артист, чем музыкант. Сатриани в команду берешь?
Всем привет, меня зовут Андрей Бестолченко, мне много очень лет, уже 40 лет, можно сказать. Я сижу в Питере, ниоткуда не приезжал, вот решил поучаствовать в баттле. Карьера моя музыкальная не особо сложилась, я играл в группах там так или иначе, но все они, к сожалению, пораспадались, и в настоящее время я пришел к решению записывать треки в однобор, как многие мои кумиры, в общем, типа Джо Стрянь там и всяких таких ребят. То есть сейчас я записываю инструментальный рок, нигде не играю, сижу дома, все это делаю на коленках, на ноутбуке и выкладываю в интернет. Мои треки, я стараюсь делать их максимально мелодичными. То есть я очень думаю над мелодией, стараюсь сделать так, чтобы человек, причем человек любой, даже далекий от гитары, там бабушка или там дальнобойщик, он послушал и мелодию запомнил сразу. То есть вот это мое ключевое стремление, то есть делать треки запоминающимися максимально. Это чубовое шоу, на самом деле. Я просто удивлен крутостью организации, насколько все масштабно. То есть вы даже не представляете, когда видите это по Ютубу, сколько тут людей работает, как бы, насколько это все сложно и комплексно делается. То есть очень крутое шоу, я впечатлен в любом случае, как бы. Так что всем спасибо и успехов. Отлично. Привет! Привет! Давай рассказывай, кто ты, откуда, сколько лет? Много, ужас, 40. Приехал я аж со станции Новочеркасская, долго очень добирался. Вот. Я как Глеб начал говорить, извините. Новочеркасская, это на электричке, что ли, 5 станций ехал? Ну да, на метро, понятно. на электрическом метро. На метро приехал. Да, Технология. не поленился. Так, Кто а ты заебался? представился вообще? Андрей, Андрей. отец Андрей. Отец Андрей, отлично. А я отец Дмитрий. Отлично. А это отец Сергей. Это отец Глеб. Женя, а ты у нас отец вообще? Отец. Ну, Что с я тебе хочу отца сказать? Глеба и начнем, давай. Да, вот что тебя выгодно отличает от всего, что я слышал до этого? То, что у тебя есть фраза, которая ложится на слух очень хорошо. Ты ее играешь, и действительно это мелодия, это можно назвать мелодией. К сожалению, звук был не такой, чтобы прям можно было расслышать каждую ноту. Но я понял, что ты владеешь инструментом в достаточной степени, чтобы выражать свои мысли. Это заебись, это приятно, когда человек, как знаете, тост. Так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Так вот здесь то же самое. Это охуенно, когда у гитариста желания совпадают с возможностями. Это и называется, наверное, индивидуальный стиль, когда вот ты хочешь сыграть так, и ты так играешь. Вот. И еще раз повторю, то, что у тебя есть в игре мелодичность, есть основная тема, это заебись. Поэтому я и краник дернул. Спасибо, да, я парился над этим, над мелодикой, над вот такой вот игрой, специально старался. Да, хоть Стараюсь. я тебе немножко вот по секрету скажу, вот такая стилистика мне не очень близка, такая трам-парам-пам-пам. Ну, ты же сделал хорошо, поэтому вот не мог я и не дернуть эту хуйню. Классно, спасибо. Женя, ты говоришь, ничего не понимаешь в этих там... Здесь же все понятно было. Да, здесь все понятно. Здесь было, очень напоминало Сатриани, которого я люблю. Поскольку я не дернул кран, я сейчас немножко вот скажу. Разнесешь? Ну давай, разноси. Что мне не зашло. Вот интро. Прозвучали 4 аккорда дважды, да? Вот. И хочется в них сразу услышать отношения. То есть, я чуваков себе в команду хотел бы набирать, которые классно могут сыграть аккорды красиво. В первую очередь. Понимаю. Вот. Так тебе на Бардовский фестиваль надо. Вот, и вот эти 8 тактов проигранных аккордов, они такие были в ожидании, ну, что там, когда начнется, да, то есть, а хочется, чтобы ты сразу это была интрига какая-то, а дальше больше, и вот этого. Но очень, да, мне, как и Глебу, понравилось то, что ты начинаешь и заканчиваешь фразы, они ясно произнесены, и вот соло после вот легатного такого пассажа на одной струне, да, был, по-моему, вроде как. А соло очень такое ясное, понятное, и я это люблю, это ценю. Ну вот Глеб тебя выбрал. Не в этот раз, да. Я понял. Сергей. Спасибо. Тут бутылочка мелодии, ты все мечтал о ней. Вот она. Ну, что сказать, действительно, вот, как верно подметил Евгений, это очень похоже на Джо Стрянина.
Мелодия очень гармоничная, красивая, хорошая структура композиции, есть взлеты, падения туда-сюда, но я, к сожалению, ничего не запомнил. Потому что все слишком гармонично. Не бывает. хватает кусочка уродства, кусочка чего-то такого. Ну, я сыграл по-уродски некоторые места. Да, звук мы не расслышали, не поняли. Ну и это понятно, ведь у тебя гитара, Ибанес. Ну, согласен, да, не люблю Ибанез тоже. Вот, а так... в Ибанеза целом- охренительные гитары, что ты гонишь, у меня тоже 2. Да это мы отрежем потом. В целом очень хорошо, но я не нажал, потому что я очень любил такую музыку, когда мне было 15. А потом я узнал, что такое Prodigy и аптечные, так сказать, препараты. И вот такая музыка стала неинтересна категорически. Понятно. Спасибо за Но ты очень мнение. крутой. Спасибо. Очень рад. Ну что, отец Андрей, давай к отцу Глебу. Ты, значит, в 15 лет услышал группу Продержни и выбрал себе лысину. Нет, это и чуть- два чуть- хохолка по нет, бокам. Чуть попозже. В пятнашку я слушал как раз Сатрианина. Сатриане, да, гейскую музыку. И вот это вот настолько все похоже, вот такой тух-тыщ, Ну да. прихлопая, вот, и все по гармонии, он идет, ну, как бы не в сторону. По диатонике. То есть суть Не хватает. именно... А ты хочешь, чтобы он джазу дал немножко? Ну, какой-то приколюхи. Суть именно в том, что все гармонично, красиво, но не запоминается. Там упор у Сатрянина больше на звук, вот на кач, вот на грув, но сама по себе мелодия очень сомнительная. И здесь тоже. Ну, понял, она есть. она гармоничная, но Да. не яркая, не выпирает, не конкретная, вот, не конкретная. Ты знаешь, вот на безрыбье и там хуй молодец, или как это называется? Да. Вот, потому что более конкретной мелодии чего не вы, а пока у предыдущих Да, еще да, не да. слышал. Я вот тоже порадовался, Я но тоже не в восторге от стилистики. Вот это не вот смог сатрианевская няшность, ну, меня тошнит от няшности вот этой. Но чувак сделал так, что оно есть. И тут, как сказать, не попрешь. А что ты хочешь сказать, что у него гитара не телекастер? И Ну, это, вообще конечно, ну, это минус, да. вообще на самом деле это бы решило кое-что для меня, мне кажется. Но он придет к нему. да. Со временем обязательно. Все там будем. Ну и изменилась бы музыка, понимаешь, как бы немножечко. Ушло Изменилось бы бы. пара нот лишних, Да. может, пар десятков. Да. Изменилось бы все. И импортозамещение. Наш, Ну, да. окей, Надо его окей, прокачать. окей. Ну, в общем, ждем, что там будет. Ну, посмотрим. Я, на самом деле, хуй знает, что будет. Мне кажется, он Никто уже не сложившийся гитарист, поэтому что-то там менять Закостеневший. уже, да. Пускай делает, что хочет, короче. Ну и хорошо. Да, и заебись. Ну, что сказать. Конечно, я обкакался, честно сказать. Но, с другой стороны... Переволновался? Ну, да, нет, мандраж я не смог полностью забороть. То есть ложанул какие-то места, но все равно я доволен, что хотя бы тотально не потерялся вообще в пространстве. Да, и хотя бы доиграл, как-то дополз до конца. Отчасти это не можно до назвать конца. успехом. Ну, нет, собой недоволен, конечно. Понятно. Нет, ужас. Слушай, ну ты попал, ты остался. Ну, да, это, конечно, радует. Это А мотивирует. радует тому, кто тебя выбрал? Да. Я К нему так, я хотел? так и хотел. Да? Да. Класс, блин, ну это вообще все звезды совпали. Да, но вот это был вообще первый случай в моей жизни, когда я играл на сцене свой музон инструментальный, свой Блин, трек вообще. То есть это вот первый Круто, я раз, тебя да. поздравляю с Да, этим. так что спасибо, для меня это был Молодцов. очень клевый дебют в таком формате. Томми Эммануэля, что ли, будет играть? Буддист, видишь, лысый. Вот это да. Вот это да.
хочет попасть. Ну, я типа должен, короче, полюбаться. Не, что, круто играет. А я сразу сделаю так. Ты засранец. Ура! Привет, друзья! Меня зовут Данис Щербаков, я акустический гитарист. Мне уже тюкнуло 40 лет. Я выгляжу неплохо, да, все удивлены. Один мой прекрасный друг, бывший студент, за пивком мне так сказал: у вас тут в Питере есть гитар баттл. Я говорю, это что такое? А там рубится. Ну, я говорю, интересно, а что я там буду делать? А там миллион. А, миллион? Ну, вот там я дом построил, мне миллион нужен. Да и вообще от этого все выигрывают, я думаю. Кто-то меня, может, и не знал, естественно, и посмотрит, и обратит внимание, что кроме тяжелого рока есть вообще клевая музыка. Она акустическая называется. Вообще на акустике надо по-другому, конечно, играть. Это требует таких усилий раскачать деревягу. И поэтому я сегодня буду играть музыку острую, импровизационную. Други и подруги, я вообще рад, что у нас есть вот такой мощный конкурс, который будет вытаскивать разных ребят, самородков наших из России. И мне кажется, что когда я буду старый, ну, через несколько лет я уже сам в жюри здесь буду по акустике сидеть. Так что мы с вами увидимся. Всем пока, смотрите мою музыку. Ну что, Томми Эммануэль сосет и причмокивает? Да, вот я сразу вспомнил. Добрый вечер, друзья. Представься, пожалуйста. Да, меня зовут Данис Щербаков. Я здесь живу не так давно, ну, буквально лет 8. Вообще, люблю музыку разную, электрогитару. Вообще мне не важно, была бы классная музыка и какая-то мысль в ней. Вот, поэтому музыка всегда побеждает и технику, и все, и форму, все это вы знаете. Вообще, я думал, народу будет меньше. Классно. Здрасте. Кто из вас первый нажал? Ну, Глеб, давай, начинай. Ну что, это очень круто, да. Чувствуется и драйв, и кач, и осмысленность, и уверенность в движениях. Так что все в совокупности рождает что? Правильно, пиздатость. Вот, а если я слышу пиздатость, я дергаю за ручку. Вот, и у меня тут виртуальное пиво льется. Ладно, хорошо. Лаконично. Сергей. Мне понравилась перкуссионность. То есть здесь не было барабанов, но я танцевал. И это вот для меня самое главное. Ну, все остальное... Вещь ритмичная, да. Да, все остальное, оно как бы не вызывает вопросов. Все отлично, музыкальная мысль плывет одно из другого, хорошая аранжировка. Бурлет. Но главное, что я начал подщелкивать. И это продолжалось весь трек, и это очень круто. Спасибо. Пошли ко мне в команду, будешь меня учить на акустике. Евгений, мне На акустике сказали, что играть. вы играете джаз, да, Евгений? Блюз! Врут. Почти. Он джент играет.
Блюз-джент, знаешь, такое есть. Да, валамские монахи ему там подыгрывают. Вообще, ребят, мне просто интересно, чтобы у меня очень много материала своего. И, конечно же, я здесь... Почему упал выбор на эту вещь тогда? А потому что надо было вас немножко бомбануть, после обеда, чтобы вы немножко растащились. И надо здесь остро и ритмично было сделать. Это такая стратегическая нотка. Вот. А второе, я думаю, будем заниматься музыкой. Вот. Подожди. То есть я не прошел? Все, понял. Нет, ты прошел, просто не торопись с выбором. Угу. Дай немножко минутку всем подумать. Кого ты выбираешь? Бери блюзмена бери. Глеб Олейник. Глеб у нас впереди сегодня. Супер! Ну что будете готовить? Полет смычка? Полет мутя. Нет, его вообще трогать не надо. Просто чувак уже заебись играет. Выйдет и Он сыграет. сказал, что у него 250 песен в этом. Вообще. Да, вот я вот этого единственное песенники. боюсь. Ты знаешь, вот послушай, вот это у меня тема вот такая вот. Вот еще вот эти 5-10, мне надо все их сыграть. Но он, Вот, тебе нет, думать это не не придется. подходит, мне кажется, это он не подходит. жесткий человек, он сразу тебе будет Да. говорить: Глеб, ты не прав. Здесь нужно сделать вот так. А я ничего ему не буду говорить, потому что какой смысл говорить, если у него готовый уже номер, он заебись сыграл, всем понравилось. Вообще, да, когда он спросил, играю ли я джаз, я немножко испугался. Ну, это, наверное, была чисто питерская шутка. Но вообще прикольно, и звук классный, и атака классная. Он как бы на акустике, но все слышно. Каждая нота слышна. Да, на акустике обычно атака замыливается, и как будто Там такой... ты уже устаешь вот это вот тереть. О, получается. Ну, там и гитарка такая, которая в это... Более-менее. Немножечко она Как Терминвокс. помогает этим звукам пробиться. Там и микрофончик, и пьеза, и все там стоит. Октавер надо на акустику Октавер, положить. да, не хватает. Да, немножко октавера, немножко можно даже... Хотя он, Что еще, фуза. он же сказал, что на всех играет. Наверное, он чисто по приколу вышел, а так-то он на электро играет, как раз джент. Может быть, а может он саксофонист, как бы хуй его просышь. Про джаз тоже Да, спросил, они буддисты, их не понять вот так вот. Ну да. Внешне посмотришь и не определишь. Круто. Хорошо, ж хоть ему 46 лет. Он опытный. Да. Ну, готовься. Хотя нам надо готовиться. У Глеба Ну да. там команда Он вообще так, он просто так сел, на команда самом мечты. деле, так сел, и как будто ждал, что мы сейчас будем друг другу продавать. Типа, кто круче и кому он пойдет. Да, было немножко такое. Я даже напрягся тоже. Мне тут сказали, что ты импровизируешь всегда. Что это было, Всегда есть неизвестно, процент, да, в этом. Я как раз, мне было трудно сыграть одинаково. что. Но ты старался. Старался. То есть была какая-то... Миллион, это же не 10 рублей. Извини, я же с деньгами пришел, вы чего? Понятно. Мне, знаете, сколько в доме надо? Мне надо купить кучу диванов, там, кресел, вообще баню надо новую. Поэтому мне не до гитары сейчас вообще на самом деле. Ага. А тот, кто поддерживал, это кто? Девушка, это моя жена, да. Давайте посмотрим на эту красотку. Давайте посмотрим на мою жену. Кому хотел пойти? Кому пошел? Или это было неожиданно? Я никого не знаю, вот в чем дело. Ага. И не знаю, кто как играет, вот в чем дело. А как выбрал? Чисто по харизме. Ну, он уверенный. Как я. Да, как вы. Вот. Молодец. И еще он рок играет, ну, как мне сказали. И это, я думаю, будет ближе для народа. Ну, и мы сделаем что-то такое ближе для народа. Потому что если я в свои дела уйду, он мне, может, подскажет что-то такое. То есть такой синтез Да, необычный. ну вот у меня стратегия есть, короче говоря, только никому не говорить. Волнуешься? Да, волнуюсь, конечно. Как считаешь, достоин? Да. Победы, приза? Конечно, Знаешь, что может выиграть? конечно. 1 миллион рублей! Да. Обещал поделиться? Пока что нет. Неважно. Классный синтезатор. Я себя чувствую где-то на дискотеке. Дэнди.
Марк говорит. Привет. Здорово. Здорово, меня зовут Кирилл Фокин, я из Москвы, мне 24. У меня есть группа, мы выпускаем песни в жанре синтвейв, ретровейв, но больше позиционируем это как попсу, чтобы просто собрать больше слушателей. А гитары у нас в треках достаточно мало, но я планирую добавлять все больше и больше, потому что все-таки людям это нравится. Вот я честно сам удивлен, что такой аудитории нравится гитара. Я жду удовлетворения. Я хочу хорошо сыграть, хорошо преподнести свою музыку, свои идеи. Как я понял, здесь электронщину с гитарой больше никто не мешает. Хочу вот доставить эти эмоции и чтобы всем понравилось. Мне кажется, здесь собрались крутые ребята, крутые гитаристы. Ну а я покажу всем настоящий heavy wave. Привет, как тебя зовут? Кирилл. Откуда приехал? Из Москвы, но из Люберец. То есть это Подмосковье? Да. И сколько тебе? Мне 24. Совсем молодой. Ну что, парни, колитесь, чем не зашла дискотека? Да тем, что я ее и так все детство, вот меня это вот каловые массы, понимаешь, в голову вот так вливались, куда ни пойдешь, а потом пошли эти белые розы, да, блядь. Что, у тебя нет ни одной любимой группы, что ли, с того Когда это времени? все закончится, блядь, А как же кассет, «Мираж»? Хуяж. Нет, я это все терпеть не могу. Я ненавижу эту всю эстетику. Меня тошнит от этого всего. Я в детстве так наелся, что с тех пор мне так хорошо стало, когда закончилось это все. Вот, я думаю, в себя господи. литр водки и идет на дискотеку. Да, Я слез там плачет. Да, ты моя родная. Небось, сам в очках, в велосипедках там, да, такой? Да. Сам со мной танцевал пьяный, я помню, да. Да, ну танцевали-то подо что? Под Лед Зеппелин, наверное, да, там. Под Да. Вот, ну помнишь же замечательные мемы, как Иван Васильевич слушает Лед Зеппелин? Вот, да. И тут я прихожу на гитар-баттл, думаю, сейчас я услышу какой-нибудь жесткий рык. Сейчас чувак выйдет с гитарой, которую, как дикий мустанг, надо за усы там, блядь, усмирять. Выйдет, понимаешь, и зальет душу, пускай там мимо нот, но зато это будет пламень, который обжигает. И тут белые розы. Ну, короче, тебе по стилю не зашло, да? То есть это вкусовщина, короче. Это травма. Сережа, ты же большой поклонник группы Prodigy, скажи. Да, я в такой музыке разбираюсь, песня была чудовищна, хуже не придумаешь. Но самое противное, что гитара торопится. По ритму она все время очень сильно впереди, она поэтому не качает. Это что началось с рифа, а потом, когда началась мелодия, тут я хотел уходить уже в другую комнату, потому что ты играл ее в очень странном ладу, в очень странной гамме.
она как бы миномажорная. То есть одно что-то другое слепленное, и непонятно, что конкретно. И нет этой мелодии ведущей. Поэтому мы просто ничего не поняли. Мы туповаты и ничего не поняли. Но наверняка задумка была хорошая. Женя, что ты думаешь по поводу миноминорной гаммы? Ну, честно сказать, вот там я уже запутался, что думать, потому что было очень много информации. Первый же вот синтезатор он сразу подарил надежду, потому что я очень люблю вот драм-машинки и синты. И вот парни так стильно стояли, жалко, мы еще не видели барабанщика. Вот. Но это было очень круто, стиль зашкаливал. Вот. Но я ждал, что вступит группа все-таки, но не может же быть под минусовку. Ну как же так? Тут же у нас живое музло. Как-то хотел, чтобы ты задействовал группу немножко, но это про аранжировку. Это была электроника, тут же целый ноутбук с 8-ядерным процессором был задействован. Ну, видно, недостаточно я шарю в этой музыке. Вот. И, короче говоря, да, в пассажах мне, не хватило четкости, громкости гитары, произнесения звуков. Вот, наверное, так. Но ты не расстраивайся. Скажи что-нибудь нам, что Пожалуйста. ты хотел передать этим всем? Да прикольно, чё. Прикольно, мне тоже кажется прикольно. Ну давай в следующий раз мы разовьем эту тему, еще подключим живых барабанщиков. Да, это новая такая, новая, в скобочках, старая тема тут как бы, да, ничего не скажешь. Я в целом вас понимаю прекрасно. Они просто не шарят, поэтому сойдемся. Ну хорошо, тогда ждем тебя в следующий раз. Спасибо большое. Отлично. Парни, рассаду посадил. Рассада просто супер. Там томаты у меня, эти огурцы, не отрывая от ботвы. И вставить. И все лечит, все. Хочешь похмелье, хочешь старость, все лечит. И кожу расправляет. Да, вот у меня вот, пока я слушал, пару седых волос еще сделались. А фонограмма исправляет? Фонограмму? Или миномажор исправляет? Все исправляет. Да, хорошо. Кладешь на ботву Led Zeppelin, а получается какая? Deep Purples. Deep Purples. Вот это вот все, да. Ну, я считаю, что такую музыку надо запретить на законодательном уровне. Потому что и так у меня вот травма детства, вся эта хуйня. А тут еще меня это все преследует. Причем откуда? От молодежи, понимаешь? Но если бы гитара, просто закрыть гитару, оставить минусовку, она неплохо звучит. Тогда, нет, ты не понимаешь, тогда вылезли бы еще. пьяные бабы Да. за 50 и начали бы танцевать, и тогда всем была бы пизда. Там еще был видеоряд, на самом деле, мы не Да, видели, он да, сильно дополнял. такой. Там было какое-то шоссе, солнце с пальмами. Перспектива такой, да. Да, вот. Такие же спецэффекты, как тогда. Нет, слушайте, на самом деле, мне кажется, что если доработать, если не делать это как в 90-е, вот то на что у тебя аллергия, а немножко еще поэкспериментировать с электроникой. тогда надо все будет нахуй интересно. сносить. Все, да, понятно. Тогда, Ладно, аргументов если у меня не делать, осталось, понимаешь, хорошо. как концентрация вот именно вот того духа 80-х, конца начала 90-х, Ну вот да. этого пиздеца. И если эту концепцию убирать, так это смыслообразующий, так сказать, элемент. Если ты его убираешь, ну что тогда останется-то? Останется миномажорная гамма. Давайте резюме. Не нужно было даже начинать. Подпись, печать. Ну что, расскажи, как ощущения, эмоции какие испытал? Расстроился? Да я удовлетворился, не знаю, мне все понравилось. Кайфанул? Типа, вообще кайфанул. да. Супер, это самое главное, молодец. То есть ты с собой доволен? Я- Все, что хотел, сделал? Там было 2 места, которые мне не понравилось, как я сыграл. Ну, даже не 2, наверное, парочку. Про них сказали? Про них, да, они просто, в общем, сказали то, что торопился. Ну, в целом резонно. Волнение, может, повлияло, как думаешь? Вообще надо было громкость на усилителе побольше делать. Ну, волнение, конечно, без этого никуда. Чувакам вообще что-то не зашло, но как бы это и понятно, здесь очень узкая аудитория. Особенно, когда травмы детские у Лего. Ну что, будем болеть, поддерживать? Волнуетесь за него? Или он? Волнуемся. Да. Он не волнуется точно, а я волнуюсь.
Ну все. Отлично. Ждем выхода. интересно. Привет, меня зовут Дмитрий Купавых, мне 32 года, я из Крыма. Поскольку смотришь на периодически всякий гитарный контент, YouTube же подсовывает тебе видео. Ну я как-то смотрю там Табачников, Арени. Посмотрел, ну думаю, прикольная движуха. Подписался. Даже была уже мысль подать заявку, и там пандемия, короче, началась, ну и все. И как-то заявку я не подал. А тут уже сижу, видео приходит, что объявляется конкурс. Я такой, ну блин, гитарный баттл уже сам ко мне пришел. Мысль, наверное, которая меня прям согрела, то, что это все-таки такая очень классная движуха, то есть нет никакого предвзятого отношения, каких-то косых взглядов, то есть ты приходишь, видишь таких же, как ты, все через уважение. Спасибо гитарному баттлу за то, что они делают эту крутую движуху. Очень не хватало, много лет прям такой вещи. А не бойтесь, приходите, показывайте, что вы умеете. Всем привет. Представься, пожалуйста. Дмитрий Купавых. Откуда? Много откуда. Изначально из Мурманска, 10 лет в Питере прожил. Подними себе чуть-чуть микрофон, чтобы тебя было лучше слышно. Теперь из Крыма. Из Крыма. Отлично. Твой друг. Какой город в Крыму? Феодосия. Феодосия, мой любимый город. Сколько тебе лет? 32 годика. Ничего, такой молодой. Ну, давайте, ребята. Во-первых, очень круто, что у тебя высоко висит гитара. Эти нью-металлисты, они всех достали уже. У тебя гитара висит приятная, удобная. И поэтому, под сисечкой, как говорят. Да, Глеб. и поэтому музыка сразу получается. Ну, до Грушинского, опять же, далеко, мелодия очень страдает. Но в целом вайб классный, вайб суперский. Вот он настоящий 80-й. У нас здесь уже был сегодня клиент с налетом 80-х. Но у него не очень получилось. А вот у тебя прям супер, вот прям как надо. Спасибо. Женя, скажи, да, что тебе эта джазовая гармония понравилась?
Нет, мне понравилось прежде всего, что переход во вторую часть был, я думаю, ну все, сейчас как бы сорвется и будет вот это все как бы, да, приготовился кивать уже, а тут бац, и новая мелодия, и очень классно держишь мелодию, то есть удерживаешь, в принципе, на ней внимание. Правда, вот к третьей части я чуть-чуть потерялся, но это уже композиционно, это не об исполнительстве, а вот то, как ты держишь ноты, как переходишь от одной к другой, мне очень понравилось, то есть очень... как сказать, ну, заставляешь себя слушать, удерживаешь внимание, это круто. И звук, вот сегодня все там по ибанезам проехались, у тебя ибанез отлично звучит. Вот, очень сочный звук, классный. Стараемся. Да, Ибанез С, гитара заебись, я считаю. Я вот тебе вот постфактум ставлю кран пивной, потому что не то чтобы мне близок этот стиль, в котором играешь. Я никогда не играю в таком стиле и даже после какого-то времени и слушать перестал это все. Но сделал это все кайфово, мне понравилось. Сейчас я не могу, к сожалению, полноценно нажать, но нажимаю постфактом. Спасибо. В знак, так сказать, Я респекта. понял Вот. прикол, да. Просто была сложная мелодия, и чтобы вы закосить подумных, все нажали, да? Типа, мы ценители, там все Ничего не дела. понял все равно. Отлично, молодец. Кого выбираешь? Подумай. Сергея. Принимаю отца! Ну что, я считаю, Феодосия город охуенный, он правильно сделал, что туда переехал. А дело-то санкционное. Дело-то санкционное, ну Да, что, какое поделаешь? санкционное, ну, блядь, а что кто-то поделать? с Мурманска приехал. Да? Ну, я бы тоже с Мурманска переехал бы, Феодосия, как сразу бы. Вообще. Да. А там хоть обкладывай санкциями, хоть и вложись, похуй уже. Ну вот, видите, и гитара высоко, и костюм. Мне напомнило Ван Халена. Пусть не стилем, но вот как бы Слушай, вайбом вот этим гитара ванхаленской высоко, это, темой. конечно, минус. Я вот Да? не сказал Ты про любишь это, такую да. тему? Ну, это, конечно, это неприлично, я считаю. Уже, да? Да, В наше время. Это неприлично, да, вот это вот подпереть одну сиську. Ну, можно было и повыше. У него еще есть запас. У И него я, еще и я есть этим запас. займусь. Но тогда ты должен делать с ним что-то а-ля Битл. Типа это Ринго Стар или там Джон. И вот у него должна вот так под подбородок уже. И надо, чтобы он запел Так тогда нет, с тобой так хором. почему? А джаз начать играть там повыше? Банку ему Да, дадим. нет, джаз играют сидя. Сядут, усы отращивают, и вот так надо. Когда ты последний раз смотрел джаз? Смотрел джаз. А потом еще... Пойду джаз посмотрю. Все-таки парень-то крутой, классно играет. Молодец, красный играет. Ну, конечно, вот Я джазовые вот его эти пожалел, что ко элементы. мне не пошел. Какие где были джазовые? А, вот этот типа... Ну, фразировка. Ну, в конце в духе Сатриани, то, что он ушел в какой-то лад, я в этом не понимаю, ты лучше мне объяснишь. Ну, Какой-то лад такой сыграл. Вот я не понял. Вот эта но- вот фразировочка, вот эта вот вся не рок-н-ролльная, не блюзовая, я не понял. металлическая, а именно такое, знаешь, заигрывание с фьюженом. Да. Ну да, вот понял, какой-то о чем налет ты. фьюжна такой есть. Да, вот заигрывание с этими вот всеми ребятами, блять, вот не мое, конечно. Рок-н-ролла не хватает. Не хватает. Это очень здорово. Необычная очень у тебя была и мелодия, и композиция, и сложная ритмически. Тут твоя группа поддержки переживала просто вообще, что справятся, не справятся и ребята, и все ли будет нормально. Справились? Можно сказать, что справились. Да? Да. Все как хотел, как Ну, задумал. учитывая, в каких это все рамках было, да. Вообще, музыканты молодцы, конечно, надо им отдать должное. Молодцы, и ты молодец, ты их зарядил тоже, и нас всех остальных. Да самое главное, вот зона комфорта это была. А дальше, мне кажется, А дальше уже уже- немножко проще. Уже просто адреналинчик, драйв. Да, Ну, круто. классика. Блин, я тебя поздравляю. Спасибо большое. Будем наблюдать, смотреть, что из этого получится. Удачи. Итак, второй выпуск Epic Play сезона завершен. Мест в командах наставников становится все меньше. А это значит, вы отлично справились с заданием. У меня улыбка душой каждое утро. И все из-за вас.
Каждое утро я читаю комментарии, и мое настроение поднимается. Это вдохновляет нас делать дальше, делать лучше. Продолжим наш марафон. На этот раз я прошу плюс 5000 подписчиков, либо 5000 комментариев под этим видео. Как только это случится, мы сразу же заливаем новый выпуск. Давайте поднажмем. Слава металлу!